Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Перед тем, как мы сейчас полноценно погрузимся в нашу любимейшую, не рандомную, а только скиллозависимую игру, хочу сказать следующее. Ребят, у меня что-то слишком сильно болит сегодня голова, я уже выпил 2 таблетки. И к чему это я говорю? К тому, что если я вдруг где-то буду тупить или что-то типа такое, и ролик получится такой, ну, спокойный, человый и тому подобное, то не обессудьте. Не обессудьте, голова как, не знаю, пустое ведро просто, по которому стучишь, и все, и такое эхо идет, такой там звук какой-то и тому подобное. Короче, я думаю, вы все прекрасно поняли. Вот. И хочу сразу отметить, что сегодня 2 ролика не будет выходить, сегодня выйдет только 1 ролик, и будет стрим. Поэтому, ребят, в 6 часов вечера по киевскому времени будет стрим, всех жду, всех абсолютно. Скорее всего, буду запускать лобби с подписчиками, поэтому лобби и, соответственно, пароль от этой комнаты я напишу в своем телеграм-канале. Поэтому, ребят, кто не подписан на телегу, время подписаться. Время подписаться, потому что там будет такая вот информация появляться. И информация, соответственно, о стримах, и обновлениях и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Короче, я думаю, вы все сами прекрасно поняли. И раз я вот из кожи вон вылезаю и записываю для вас контент, соответственно, несмотря на свою головную боль, вы из кожи вон вылезете и поставите свой лайк с комментарием от 3 слов. А кто не подписан на YouTube, то подписываемся, потому что 75 человек осталось добить. Осталось 75 человек добить. Поэтому что? Правильно. Подпишись. Подпишись. Сделай свое доброе дело. Так. Что я хочу сегодня сделать? Честно, я хочу сыграть на ТБшке. Меня просили в комментариях записать ТБшку, давно его типа не было на канале, все такое, и так далее, и так далее, и так далее. Знаю, что давно его не было, поэтому запишу. Обязательно запишу. Кстати, забыл такой момент сказать, то что все мои стримы, они сохраняются. Просто на ютубе открываете вкладку трансляции, и там все мои стримы есть. Абсолютно все, которые вел за все время. Поэтому, кому интересно, переходите, смотрите, наслаждайтесь. Там по 3-4 каточки, ну, все как мы любим. И с подписчиками, и рандомчик, и так далее, и так далее, и так далее. И, кстати, я в телеграм-канале запилил опрос. Один такой важный, какую игру пройти посерийно, поэтому ответьте на него, пожалуйста, проявите максимальную активность. Все. Все, перейдем к каточке. Буду играть сегодня на ТБшке, буду играть, скорее всего, через ТБ-тролли, то есть, ну, ведьмаки тролли, через ТБшку в 3 звезды. Но, если, конечно, получится. Если получится, то будет замечательно. Если не получится, ну, будет такое, конечно, не то, что я бы ожидал. Вот, ну ладно, короче. Я взял перчатку 1-го тира. Вот, кстати, ее реализовал сразу, как вы видите. Взял перчатку 1-го тира. Берете ее почти во всех 90% случаях игр, потому что в каждой игре какой-то досумонер, ну, будет. 100%. То есть будет либо Фурион, либо Змейка, либо же какой-то Орк-охотник. И если у вас есть какой-то персонаж, у которого там нормальное количество ХП, вы просто закидываете эту перчатку и получаете кучу бабла. Что, вам лишнее бабло будет или как? Я думаю, не будет лишнее бабло, поэтому берем эту перчаточку, обузим, потому что эта перчаточка реально много приносит денег вот в течение игры. То есть, ну там, ну монет 20, я думаю, за каточку она вам принесет. Ну, естественно, если вы там в моменте не скипнете, если не будет никаких суммонеров и тому подобное. То есть, как ее брать? Видя, что выпала вам перчатка, открыли таб, смотрите, есть ли какие-то суммоны. Но в 90% случаев суммоны будут. Вот как сейчас, смотрите, раз змейка, 2 змейка, и там еще и 2 орка-охотника. Ну, как бы да. Я еще игра сейчас в 2 звезды собрал, он такой плотный. Вот. Вот. Ну, конечно, не в того, кого я хотел бы, ты накинул свой бафчик Огр. Еще и вот, чисто гоблин-убийца у меня брал, денежки такие, оп, сюда. Интересно, получится ли реализовать мне там в этой каточке ТБшку или не получится? Или это будет блинкомом? Я думаю, будет... Ну, на самом деле непонятно, будет или не будет. Не хочу загадывать. Честно, не хочу загадывать. Придет? Отлично. Не придет? Ну что ж, дефолтная ситуация. Это моя, если что, первая попытка записать Террорблейда. Будем реализовывать его. Будем реализовывать. Сразу хочу сказать, не... Ты чё рофлишь? 6-й раунд у тебя там... Ну... Ну, у меня нет слов. Игра про скилл. Ну, только он мом засунул. Ну, ладно. Окей, проехали. Но то, что челу упала темпларика, и он засунул туда мом, это, конечно, дикая поплава.
Он, наверное, знаете, такой от радости просто взял, такой скипнул, перекинул эти предметы с другого своего персонажа, и все такой сидит, кайфует, чилит. Но на самом деле это жестко. То есть, если он сейчас эту темпларку сможет реализовать полноценно, то это будет ГГ. Темпларка со старта пришла. Это сильный керри, который в действительности может перевернуть игру. Конечно, есть намного сильнее керри, это тролль, но если грамотно реализовать эту темпларку, то поверьте мне, эта темпларка будет разваливать кабину, будь здоров. Он еще это эльф. Да, он будет через эльфов играть. Он возьмет волшебника, поставит себе фуловых эльфов и будет через нее играть. Вот как бы и все. Да, ребятки, это скилл. Скиллуха. Ничего больше, кроме скиллухи. Так, Фир прилетел мне от Вич-доктора. Тут я откисаю, у меня слабый стол. Очень слабый стол. Тут по-любому откисного ловим. Но на самом деле такой Фир приятный со старта, видите? Примерно 2 секунды работает этот Фир. Я так понял, срабатывает от каждой фигуры по отдельности. То есть у Вич-доктора свое КД на этот Фир, а у Рики свое КД на этот Фир. Интересненько. Интересненько. Надо будет попробовать записать убийц. А ну-ка, напишите в комментарии, кому будет интересно посмотреть убийц. Убийц через 10 уровень, через вот эту вот новую синергию, все как надо. А ну-ка, пишем в комменты. Пишем в комменты. Так. СФчик есть, это хорошо. У меня, конечно, много лишнего на столе, но я пока что не понимаю, как я буду играть. То есть, ну, у меня более-менее стол сейчас вроде бы адекватный. Можно было бы, конечно, поставить 4 рыцарей и продать агра. Но будет ли 4 рыцаря лучше, чем сейчас мой стол? Вот в чем вопрос. Если Челу сейчас еще упадет антимаг, это будет, ну, очень скилловая игра, и от него сразу будет видно. А можно мне панда что-то принесет? Честно, я в Телеграме кидал скрин, там где чисто порофлил, я поставил себе полных волшебников, закинул клевер в эту панду, у меня была активирована в синергии 2 уровня панд, и, чтобы вы понимали, за 20 раундов мне не упала ни одна панда. Ни одна. Не пивная, не обычная. Но обычная не должна была бы прилететь. Ну ладно, короче, не прилетела ни одна, просто ни одна. И все. Ну, кстати, возможно, в действительности мне стоит поставить 4 рыцарей, это будет намного сильнее. Ну, кстати, котел пришел. Ого. Ну, это как бы, это сильно. Так что у Агра, что у ЦК. Такое количество хп. Ну, я рыцаря уже одного продал. Ну, что поделать. Продал и продал. Хорошо на рынке ему сейчас стоится. Если придет рыцарь, то, в принципе, реально можно будет попробовать поставить 4 рыцарей. Почему нет? О! Гипергидро скилловик. Сразу смотрим. Угу. Хоть тьфу тебе в лицо. Ну ладно, от этого катка будет интереснее. Хотя на самом деле не особо будет интереснее. Если он просто ее реализует нормально, то что это будет? Все, я откисаю. Вот что это будет. Если он ее плохо реализует, то значит он откисает. Но он уже имеет винстрик, 24 монетки, темпларочка. Темпларочка. Куда ударение полетело, как думаете? Я не хотел, знаете, слишком сильно выделять это ударение, потому что YouTube может там немножко поругаться, но ничего страшного. Я думаю, люди поняли, что я имел в виду. Можно, в принципе, знаете, как сейчас сделать? Продать ЦМ-ку и продать 2 гримтачей. А гримтач я еще соберу вдруг чего. В любом случае, мне 2 звезды нужен будет этот гримтач. Потому что буду играть через ведьмаков троллей. И, соответственно, гримтач мне нужен будет максимум 2 звезды. Идеально, конечно, в 3, но максимум 2. А вот винга мне нужна в 3 звезды, потому что я буду абузить своего ТБшку. А они с ТБшкой идеально стакаются. Особенно если в ТБшку еще закинуть блинк, то ТБшка будет запрыгивать за спину, а винга будет свапаться рядом с ним.
То есть, если грамотно все поставить. И, соответственно, ТБшка будет в первую очередь перевоплощать вингу. Ну, я думаю, взять сундук священника. Продам вот так вот. Так. Сейчас посмотрим. Если я сейчас проигрываю, то я, соответственно, активирую сундук священника. Эти 2 перчатки. Одну перчатку скипну, одну перчатку оставлю. Это все мне не надо. Кольцо, конечно, я тоже не очень хочу. Так, кстати, вот, собаку забузил. Плюс 1 монетка. Я уже, наверное, монетки 3 получил, кстати. На секундочку. На секундочку я, по-моему, уже закатку, даже не монетки 3, где-то монеток 5 получил. А ну, напишите мне, если что, в комментариях, сколько я монет все-таки получил с этой рукавички. Ну, по-моему, много. Кстати, боги-жрецы здесь будут. Охотники будут. Ну, так как... Ладно. Делаем экстра мув. Можно было бы продать СФ, но, честно, я не хочу терять СФ. Вообще не хочу терять СФ. Можно было бы, в принципе... Ну, я вот именно так оставляю сейчас, по той лишь причине, что мало ли мне панда принесет какого-то демона. Мало ли. Ну, вдруг там... Опять ты. Ты понимаешь, ну, что у меня на тебя уже зуб наточен? Ты можешь свалить лакер чертов? Он будет играть через эльфов. Мне здесь нужно будет МКБ. Он в 90% случаев будет играть здесь через эльфов. Мне здесь по-любому нужно будет МКБ. Хочу этого, не хочу, мне нужно будет МКБ. Короче, делаем следующим образом. Ведьмаки тролли. Ну, пока что я, наверное, буду играть через демона пытаться. Потому что у меня будет СФ керри. И вот буду играть пока что через СФ. Кстати, на ранних уровнях ни в коем случае не берите вот этих вот зверей. Реликвию зверей. Не берите, ребят, это бесполезная реликвия на старте. Ее нужно реализовывать только тогда, когда у вас там 25-й, 35-й. Лучше, конечно, на 35-м и на 40-м раунде, чтобы она юзнулась. Потому что на 35-м раунде вы получите целый легендарный предмет, грубо говоря. Просто с предметов 3-го тира. Просто, если они вам не нужны, вы их пересоберете и получите легендарный предмет. Круто? Еще как круто. И плюс фиолетовый еще предмет будет. А на 40-м раунде там столько предметов сыпет, что будь здоров. Тупо, кстати, не вышел из стана только что. Но на самом деле это хорошо. Я получаю пока что уровень. Мне нужен минимум где-то 9. На 9-м уровне я буду ролиться. А сейчас нужно просто расслабить свои булочки и кайфовать. Только не полностью, а то ну его в баню. А то ну его в баню. Кстати, я делаю минуточку рекламу для своего телеграм-канала. Потому что, ребят, мало кто знает, что происходит в моем телеграм-канале. Сразу говорю, там никакого спама нет. Абсолютно. Там только информация по игре. Делаю некие опросы по играм, по развитию канала и так далее, и так далее. Когда стримы, там всякое такое. Короче, вся информация по игре, связанная с каналом. Ну и, соответственно, небольшой свой личный блог жизни, скажем так. Потому что я там иногда постю какие-то моменты из жизни, что происходит и так далее, там всякие, ну, короче, всякие интересные моменты. Плюс там есть чат комьюнити, поэтому, ребят, заходим, не стесняемся, присоединяемся к нашему чату и кайфуем. Кайфуем, делаем огромнейшее, классное комьюнити. У меня комьюнити самое лучшее, как я уже говорил, самое-самое лучшее. Так, ну я думаю, я сейчас мобов должен спокойно затащить. Как минимум количеством точно должен взять. У меня 7 фигур, а тут 5 собак. У собак нет шансов. Как там Чак Норрис? Меня укусила... А кто его укусила? Анаконда? Не Анаконда. Короче, самая ядовитая змея его укусила, и через 3 дня мучений змея умерла. Вот так же самое и здесь. Погнали. Будем наваливать движа. Жалко, конечно, демонов я выключил, но мне их некаких поставить. Так, ну нормалек. Душим. Устраиваем душку. Хорош. Пока что все хорошо. Четыре рыцаря тоже хорошо. Отлично. Маска. Хочу ли я маску? На самом деле нет. Лучше бы взял маску. Боже, сколько раз я уже словил себя на том моменте, когда я тупо беру предмет,
ну точнее рандомный предмет, а такая хрень полнейшая падает, что ну его в баню. Вот ей-богу. Можно было бы, в принципе, сейчас распадать всех этих рыцарей, но не факт, что на 20-м раунде я тогда смогу себе собрать что-то получше. Будет классно, если на 20-м раунде я найду себе демонов и буду играть уже там через двоечку из сефа, через антимага в двоечку. Придет вот этот вот обоссанный ТБ. Ну, я просто не особо люблю сейчас ТБшку. Конкретно в текущем патче ТБшка, как по мне, овер слабый. Он, ну, для того, чтобы ТБшку раскрыть, нужно тонна предметов. Вот серьезно, тонна предметов нужно. А вот для того, чтобы антимага раскрыть, тебе нужна маска второго тира и палка первого тира. Все. Кстати, 2 джаггера. А сколько у тебя денег, что ты 2 джаггера нашел? А, 60 монет. Понял. Понял. Это боги орки. Один чел играет через богов орков, один играет через эльфов. Ну, катка, я так понимаю, будет пахнуть чем-то нездоровым. Получается, у меня 6 рыцарей есть. Получается. Но... Кстати, 6 рыцарей такая полная... Я пробовал как-то играть на рыцарях целенаправленно. У меня был двойка антимаг, двойка... Ой, двойка антимаг. Ну, нет, с двойкой антимагом любая синергия работает. У меня был двойка омник, двойка абадон. Это идеальная фигура, на самом деле, со старта, чтобы как бы играть комфортно на рыцарях. Ну просто, чуваку на 5-м раунде падает антимаг в 1 звезду, у него 2 палки, маска второго тира, которая мом, надхил. И все. Он просто моих рыцарей ну, и в хвост, и в гриву. По полной программе просто драл их как мог. И вы хотите сказать, что 6 рыцарей работает? Это ничего не работает. Кстати, еще плюс монетка. Сюда. Он, конечно, хп у меня максимально улетает. А знаете, как мы можем поступить? Мы можем на тролляхе не играть. Я, кстати, сейчас могу распродать... О, 9 Боже, ну чё ж вы такое разнообразие билдов-то делаете в этой катке? Можете сделать там каких-то воинов. Пожалуйста. Я на демона хочу сыграть. Это будет трудно. Очень трудно будет контрить. Сейчас 9 взял. Я волшебницу как бы... Можно продать ее в принципе. Знаете, как мы можем поступить в целом? Смотрите. Я могу сыграть даже не через троллей, а я могу сыграть через демонов. И через чернокнижников, чтобы не искать себе там какие-то бусы и тому подобное. Но будем отталкиваться от того, что будет приходить, и, соответственно, будем потом уже решать, как играть. Думаю, баф чернокнижников 2-го уровня мне достаточно будет. Да даже 1-го уровня баф чернокнижников мне будет достаточно, потому что, грубо говоря, баф чернокнижников 1-го уровня — это бусы 3-го тира. Это сильно, это очень сильно. На самом деле, я приятно удивлен, то, что они так бафнули чернокнижников. Это реально приятный буст. Это лучше, чем было 10%. 10% ну вообще никуда не поставишь. А вот 20% уже можно как бы реализовывать по полной. Поэтому я считаю, это отличный оправданный баф. Поэтому тут тупо лайк разрабам. Так, Monkey King. Я думаю, Monkey King стоит, наверное, пока что оставить. Надо готовиться уже просто к следующему столу. Мне панда тупо за 20 раундов ничего не принесла, заметили? Сука, панда! А! Минер? А, это 8 уровень, просто так минер пришел, ладно. Напишите вот в комментариях, сколько раундов у меня стоит минер и сколько он мне принес. Кстати, прикольный стиль у этого Monkey King. Видите, у него горят сферы вокруг. Это означает, сколько тычек он нанес уже. Прикольно. Явился, не запылился. Всего лишь что 19 раунд. Ну ладно, 20 уже раунд. Явился, не запылился. Тварь неблагодарная. О, думчик, хорошо. Думчик это отлично. Так, 6 демонов у меня есть. Я получил максимальный баф сейчас демонов. То есть, смотрите, когда я поставлю 4 ведьмака. А, там чел антимага нашел. Когда я поставлю 4 ведьмака, то у меня будет максимальный баф от демонов. То есть максимальная надбавка от демонов. 60%. Но напомню, как работают ведьмаки, вдруг кто не знает. При синергии 4 ведьмаков все ваши юниты, все ваши фигуры, они бьют чистым уроном, но только с руки. Только с руки. Все способности, пассивки и тому подобное будут
бить тем, что указано именно в той пассивке. Поэтому это нужно учитывать. Это нужно учитывать и не прошляпить. И вот еще что дают эти ведьмаки, это то, что за каждого демона вы будете получать 60% надбавки. В этом не будет написано в уроне, там где показывается урон, там не будет написано, что вы получили 60% надбавку. Оно визуально просто показывается. Думаю, продам, короче, пока. Хотя на самом деле, зачем я его продал? О, антимаг. Ну все. Все. Игра сейчас заиграет иными красками, проверяйте. Я сейчас антимага нашел. Я косу, наверное, кстати, возьму. Коса прикольная тема. Особенно там винстрик есть у молодого. Если у меня получится у него забрать винстрик, то будет вообще замечательно. В принципе, с такими-то антимагами должен попробовать забрать. 100% должен. Я думаю, все-таки надо ролить предметы. А теперь самый абсурдный баф антимага. Ну, по-другому мне просто это не называется. Самый абсурдный баф антимага. Я сейчас взял волшебное зеркало, я взял не просто так. Я хочу вам продемонстрировать, как работает волшебное зеркало. Реликвию заранее юзать не буду, попозже, если что, юзну. Смотрим. Итак, антимаг бьет снайпера вверху. Смотрим на активацию. Бам! Прикол, да? Кстати, винстрик ему сбил. Всегда деньги дай. Это мои деньги. Еще и 36... Я еще 12 опыта сверху получил. Кто молодец? Я молодец. Думчик. Думчика возьму все-таки. Панда, иди гуляй. Я поставлю лучше чернокнижников. Все. Кто для меня самый опасен? Во-первых, жрец. Во-вторых, маг. Ну и эльф. Эльф, конечно, может реально внести свою поплаву жесткую. Пока что два этих типа самые жесткие. Мне нужно будет найти медальон. И, скорее всего, придется мне готовиться к битве с магом. Это мы посмотрим еще. Я не совсем уверен, но посмотрим. У меня все равно 24 хп. Я сейчас как бы загадываю наперед. Но знаете, я как бы эти 24 хп могу сейчас прям слить. Вместо ЦК поставлю. Я в ЦК как-то не особо верю, к чему думаю. Короче, зачем я его просто раньше продавал? Вот это вот непонятно. Короче, волшебное зеркало работает на пассивку антимага и на пассивку Манки Кинга. Вот вам и абсурд. Но есть такой момент. Если у врага есть рукавичка, Мидас, первого тира, который съедает суммонов, то иллюзия считается призванным существом. Поэтому, если вдруг у вас антимаг не жирный, там, ну, короче, у противника есть чел, у которого много хп, то он, соответственно, будет вашу иллюзию хавать. Это нужно учитывать, ребят. Но в любом случае, ну, приятно, да? Приятно, когда у вас просто есть вот такая вот бабочка вкусная. О, ты Бэшка, ты глянь, какой пришел, красивый. Только это не нужен мне сейчас. Мне нужен твой младший брат. О, сюда. Мне нужен твой младший брат в 2 звезды. Блад. Блад. Надоело заговариваться просто так на элементарных фразах. Заметил такую тенденцию, что когда я... Можно, не надо, это тихо инсектоидов. Смотрите, короче, как сейчас будет работать волшебное зеркало. Чекайте, чекайте. Не имба. Очень балансная тема. А, еще и сайленс не работает, если что. Ага. Нормально, да? Ну, нормально. Очень нормально. Адекватно. 100%. 100% адекватности. Я мог бы сейчас взять 10 уровень, но мне он не нужен. Мне нужно пока остаться немного в 9. Я успею, если что, взять 10. Вот то, что тут есть инсектоид, это плохо. Инсектоид может меня прям добротно наказать. Но у меня 24 хп. Я могу даже это не вытащить. То есть элементарно придет ко мне какой-то сильный тип, и он мне порвет 5-ю точку. Он там 9 эльфов, например, сейчас ко мне придут, и мне будет очень больно. Да даже не только 9 эльфов. Там вот бог-жрец может прийти. У меня медальона нету. Заберет под контроль мою фигуру и все. Но там еще вот инсектоид. Пока непонятно, как он будет играть, потому что я не вижу, что он сердце инсектоида закинул в Манки Кинга. Поэтому, может быть, он просто не шарит, как это делать. Ну ладно. Разберемся. Сейчас мы разберемся. 24 хп. А ну-ка, напишите в комментариях. О,
Чел там Chaos Knight. Chaos Knight собрал в 3 звезды. Не понял. Battle Fury у него там. Прикол. Chaos Knight там чел собрал 3 звезды. На 6 рыцарях играет. Собрал Chaos Knight в 3 звезды. Сильно ли это? Нет. Это очень слабо. Максимально слабо. Нет, не моего СФчика. СФчик. Пал достойной смертью. Ну, кстати, жреца я вынес. Короче, какие предметы мне из третьего тира необходимы? Ну, магический посох 100% мне нужен, потому что я пока что играю через антимага. Гиперстон. И... Ну и в принципе все. На самом деле теперь ты когда играешь через... Ну, все сделали для того, чтобы играть через антимага. Кстати, спасибо за медальончик. Отлично. На самом деле я не надеялся найти его с первого раза, но то, что я его нашел с первого раза, это классно. Там, кстати, магия, и из-за этого мне нужно будет еще шарбезный сверху. Нужен будет шарбезный сверху, иначе будет больно. Попа будет болеть. Попа боль, попа боль. Да, сейчас максимально сделали комфортную игру для игры на антимагии Monkey King, и просто дико. Ну, зачем? Почему? Поэтому, ребят, играйте на антимаги, берем волшебное зеркало. Можно не скипать. Волшебное зеркало имба. Я что-то в свой стол очень слабо верю. Если сравнить с другими, то у меня стол, ну, пойдет. На 3 из 10. Возвратка, кстати, неплохо. Возвратку я, наверное, ставлю. Все-таки против меня есть и маги, и много кто еще. Сюда эту прикормку. Сюда эту прикормку. Еще и ТБшка идет. Хорошо. Так, не, дорогой. Или может поставить, или может не поставить, или может на его в баню. Но сумончики там есть, но я такой все равно рукавичку уже скипнуть, потому что мне кажется уже она будет бесполезной. Вот этих 2 топа, у которых по 70 хп, это прям не то, чтобы мне хотелось видеть в этой игре. Что мы делаем дальше? Какие? Ну, тут, в принципе, есть Энигма и Варлок. Я, кстати, бы их хотел вместо Вещдоктора и Некра. Ну вот, кстати, больше 6 демонов мне как бы не надо. Чел, походу, не знает, как на инсектоидах играть, потому что он там играет почему-то через Monkey King в 2 звезды, но у него нет сердца инсектоида в нем. Он почему-то нашел Battle Fury. Чё-то не понял его. Немножко я не понял его действия. Короче, мне нужна Энигма, мне нужен Варлок. Они мне пригодятся. Всегда полезно. Всегда полезна Энигма, всегда полезен Варлок, потому что Варлок, когда суммонит своих големов, они бьют чистым уроном, выжигают. Кстати, вот и челик пришел, а вот его свапнули. А вот мы его убили. И плюс монетку залутали. Сильно? Естественно. Ну что-то как-то легко я с ним справился. Неожиданно легко. Я думал, будет все пожестче, но просто там чел не успел закастить свою палку. Успел бы закастить свою палку, я думаю, он бы меня там порвал. Как тузик-грелку. Ну, чего не случилось, того не случилось, правильно? Можно, короче, ТБшку поставить. Я так подумал, что в действительности можно поставить ТБшку. Потому что, смотрите, Винга свапается, она будет ближе к... А чё, чел ливнул? Он, наверное, не выдержал... Фу, он, наверное, не выдержал того напряжения, когда я его вынес демонами. Такой думает, эх, придется ливнуть. Но не осуждаем мы таких, потому что это инсектоид. Инсектоиды должны просто ливать из катки. Как только инсектоид собирается, все, там кнопка лив должна быть. Именно у инсектоида. Инсектоид должен просто нажать Alt F4 и удалить игру. Все. О, чел там 5-го тира шмотку нашел. Щит. Это... Кстати, получается, рукавичка работает еще и на суммоны эльфов просто таких.
Прикольно. Конем ходи. Век воли не видать. Чика. Не знаю, кому это было адресовано, но все же. Минус 2. Вот это я называю добротное получение в табло. Чел получил только что минус 22 в табло, несмотря на то, что это тот чел, который получил себе кого? Верно, темпларочку. И он, походу, ее не сможет реализовать. Хотя, на самом деле, ну, грех еще как бы грех загадывать еще. Грех. Нельзя сейчас загадывать. Я слишком буду самоуверен в себе и отлечу. Я реально не верю в свой стол. Тут жрец какой-то тоже максимально странный. Вы видели? Там леший со скиллом Марси. Поэтому он Battle Fury засунул туда. Зачем он только Battle Fury туда засунул? Неизвестно, если он все равно будет бить, как бы, атакой дальнего боя. Кто знает. Тайна будет покрыта мраком. Короче, поставил ТБшку, если что, в 2 звезды, для того, чтобы у меня винга свапнулась. И когда винга там свапнется, соответственно, она будет ближе к ТБ. И ТБ должен перевоплотить конкретно вингу. Хорош. Вот это мне нравится. Вот это я обожаю. Кстати, нет, 4 чернокнижника работают отлично. Я могу, в принципе, даже и не ставить троллей. Не, я буду на всякий случай готов там морских поставить и все такое, но я думаю, троллей, в принципе, можно будет и не ставить уже. Типа, мне нравится такой отхил. Омник 2 звезды, неплохо. ТБшка. 2 ТБшки в 2 звезды, нормально. Так, ну я думаю, Дума в 2 звезды мне хватит. Кстати, ТБ идет. Чусь. Дядя, а что ты решил только сейчас прийти на 10 уровне? Ты мог чуть пораньше поприходить? На самом деле, ТБ это сильный персонаж, но только не в текущую мету. Да, если вы его собрали, то там вы собираете там рефрешер, БКБшку, МКБшку, тут вот все как надо, все как докер прописал. Вы все это собрали, перекинули в ТБшку, под рефрешером, под БКБшкой и тому подобное, он сделает 5 иллюзий своих. То есть будет 5 героев с фулл шмотом, такой же самый, как у ТБ. Но только единственный момент, что в ТБ, если что, не работает бессмертие. Это пофиксили, и это отлично пофиксили, потому что это было слишком сильно. Так, снова челик пришел, но он вылетел. Все, покеда. Все, рад был тебя повидать. Так что давай, пока. Пока-пока. Инсектоид пока. Я не знаю, что он ливнул, кстати. Походу, реально понял, что дичь собрал какую-то и ливнул. Но мы не грустим по инсектоидам. Мы наоборот поддержим таких ребят. Запомните, тот, кто играет на инсектоидах и ливает в катке, все в порядке, ребят. Все в порядке. Могу поставить сейчас новую синергию, но я в нее как-то не верю. Там, кстати, чел играет через антимага. Угу. Это плохо. Закилю здесь ТБшку. От антимага здесь мало проку. А вот от ТБшки будет, в принципе, норм. От ТБшки будет, в принципе, норм. Единственное, что может зеркало. Хотя зеркало это тоже дамаг. Я на мгновение сейчас обратил количество моего хп, в каком я топе нахожусь, прикиньте. Я нахожусь в топ-2 сейчас. Оу, Джаггер. Ты чё такой жесткий? Можно не надо? Не надо быть таким жестким. Может реально порвать на британский флаг. Я, короче, не вижу сейчас смысла от новой синергии в моем билде. Можно было бы поставить, потому что у меня сейчас Вич Доктор стоит. Но не вижу смысла. О, хаотичный контракт, но я, наверное, его возьму. Хотя, на самом деле, и вот этот... Короче, я взял хаотичный договор, чтобы, во-первых, не проиграть винстрик. А винстрик это куча бабла, напомню. Эта реликвия сохраняет винстрик. То есть, если даже вы... Когда вы выиграете, то винстрик, соответственно, идет вверх. Но если вы проиграли с таким винстриком, то вы его не потеряете. Вы будете идти дальше, вверх, вверх, вверх. Поэтому имейте в виду. Этот хаотический контракт, он имбовый. Но тоже у меня была там еще имбовая реликвия, это звери. Рейд ночных зверей.
Тоже был, тоже очень импактовый предмет. Очень импактовый предмет. Почему? Потому что а, на 35-м, на 40-м раунде я получил бы тонну шмоток. Я уже говорил, что на 35-м раунде я бы получил фиолетовый сундук, синий сундук и 2 синие шмотки, потому что я убил бы 2 драконов. А с 2 драконов там сыпется, если что, шмотки. Я как-то слишком в себе самоуверен. Я думаю, что я могу откиснуть. Очень даже могу откиснуть. Я, наверное, вингу поставлю, чтобы было больше шансов для того, чтобы ТБшка свапнул. Именно вингу перевоплотил. Так, бог-ворк. А где мои иллюзии? А, вот мои иллюзии. Иллюзии работают. Не имба, не имба, не имба, ребят. Не грамма, не имба. Вот, не, пока-пока. Ну, пока-пока. Я думаю, этому богу-орку было очень обидно, когда ну, вылетать с какими-то предметами. Ну, ничего страшного. Не имба. Не. Просто, ну... Ну... Ладно. Ладно. Там Вайпер в 3 звезды. Угу. Плохо. Но мне надо МКБ находить. Там чел играет на 9 эльфов. Мне нужно МКБ находить. Хочу этого, не хочу этого. Надо МКБ находить. Я думаю, БКБшку взять против такого вот мага. Там у него хоть вайпер сейчас, но он пока что не огромный. То есть у него нету посоха 3-го тира на вайпере. Пока что все более-менее нормально будет. Но я все-таки возьму БКБ. Даже если я хочу играть через ТБшку в будущем, то мне нужно будет БКБ 100%. Потому что если не будет БКБ, у меня ТБ элементарно не закастует свою способность. Если что, то БКБ... Ах ты ж... Боже, какая ты помойка. Какая ты... Ну хорошо, что я Винстрикс не слил. Но какая это помойка, а не ТБ? Чтоб ты долго жил. Ну, я, наверное, выйду из инкама сейчас и попробую наролить себе хоть что-то нормальное. Например, вингу хотя бы в 3 звезды. Просто ТБ руина. Так, яйцо. Хорошо, Enigma Atmos. О, Варлок. Так, ну, естественно, вот так вот делаем. От хила не хочу терять, поставлю пока что 2 СФов. Все, у меня сейчас ТБшка будет перевоплощать вингу. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Я надеюсь, он еще раз не перевоплотит мне антимага. Я его сейчас... Ну, можно, в принципе, было бы его сейчас в 3 звезды собрать. И поставить к нему... Ого, а что так быстро? А, ну это же охотник. Да, это охотник вылетел. Я что-то даже не заметил, как его быстро... Просто вот... Просто так... Щелчок Таноса, и он испарился. Жестко. Я сейчас поставлю к нему, наверное, вот так вот волшебников. А самых важных фигур я, наверное, поставлю левее. Просто ТБ это руина сейчас для меня. У меня сейчас самый сильный это антимаг. Который, извините меня, должен взрывать. Ой-ой-ой. Это очень плохо. А знаете, как мы можем сейчас сделать? Я могу, в принципе, эти предметы оставить в антимаге. О, ну там пока темпларка без домашних предметов, я думаю, смогу пожить. Ну да, короче, наверное, предметы перекину в ТБшку. А вот зеркало и посох 3-го тира оставлю в антимаге. Я думаю, это будет идеальное решение. Смотрите, у меня антимаг не потеряет в дамаге, а ТБшка, наоборот, усилится. Если он еще и успеет вингу перевоплотить, то будет вообще замечательно. И мне надо, чтобы Энигма 100% закастил свою способность. 100%. Так, ну здесь нечего брать. Можно рискнуть, в принципе, МКБ найти. Но сейчас будет 35-й раунд, я не особо хочу рисковать. Ну тут жесткие столы. Но эльфу нереально там фартануло с темпларкой. Но в любом случае, даже если сейчас отлечу, то я отлетел в топ-3. Топ-3 заслуженно. На скиллухе чисто. На самом деле удивлен, что я так дамажу в целом. Боже, как? Давай. Давай. Дум, давай. Хорош, Дум. Сколько снесу? 3 хп.
Черт на вайпере еще живет. Мне надо обязательно, чтобы Дум закинул свой Дум в вайпера. Не закинет он вайпера, будет плохо. Очень плохо. Я надеюсь, что сейчас упадет МКБ. Упадет МКБ, у меня будет, соответственно, 3 террорблейда с МКБ, с хорошими предметами, с БКБшкой, как надо. И, в принципе, будет все более-менее хорошо, как по мне. Но я думаю, в любом случае придется рискануть туда и распродать антимага. Ну, имею в виду предметы распродать. Чисто, чтобы показать вам контент. Чисто, чтобы показать контент. Я думаю, оно будет того стоить. Даже если залетел в топ-3, ничего страшного, контент будет. Правильно? Правильно. Вот я вам покажу как бы ТБшку во всей красе. Но только если получится. МКБ мне необходимо против этого эльфа, хоть я и попадаю, но лучше иметь гарантию. Лучше иметь гарантию. 100% иметь всегда гарантию о том, что ты вынесешь чела на эльфа. А не будешь промахиваться 99% из 100. Так, давай. Вот это я понимаю. Вот это вот прикормка. Вот это вот хорошо. Вот это вот отлично. Рандом меня в этот раз не подвел. МКБ с рандомного сундука. И мне не нужно тупо тратиться на то, что ко мне... что мне надо будет тратиться на фиолетовый сундук. Так, все, морских мы убрали. Давай еще сейчас СФа. А? СФа в 3 звезды. Давай. Так, инчо бузим. Инчо бузим даже на такой стадии игры. Инча — это инвестиция в хорошее будущее. Запомните. Антимаг. Так, надо грамотно сейчас расстановку сделать, потому что есть вот так, вот так. Сейчас вот так. Успел? Не знаю. Ой, Кразора Не, нормально. Нормально. Ой, хорошо. Кольцо 4-го тира у него на 120 блокировки урона, но из-за того, что у него нету магического посоха 3-го тира, и, соответственно, из-за того, что Дум к нему прилетел, он почти вылетел, 3 хп оставил. Как же они живут? Как же они хотят жить? На всякий случай морских буду собирать против него. Но у него нет посоха 3-го тира. Я, в принципе, его не должен бояться. Он слабоват. Он на своем вапере слабоват. Мне надо больше опасаться вот эту темпларку, потому что там щит 5-го тира на возвратку. А щит 5-го тира на возвратку это попа боли. Может рискнуть на те предметы, потому что мне дозолятор не нужен. Возвратку, может быть, лучше оставить. Я думаю, возвратку лучше оставить. Рапира. Ну, наверное, была не была. Хочу рискнуть. Ради контента стоит рискнуть. Правильно? Правильно. Сейчас должно быть все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Там, конечно, щит 5-го тира, и из-за того, что там есть щит 5-го тира, я на самом деле волнуюсь, потому что если вернется мне мой урон с рапирой, то я буду мертв. Я буду мертвее всех мертвых. 3500 хп. Как говорится, 1 ТБ хорошо, но 3 ТБ с рапирой лучше. Так, это эльф. Это копия. Это копия. Нет, почему не оригинал? Ой-ой-ой. Просто за 2 плюхи улетела темпларка. Жалко, что это тупо копия была. Жалкая пародия. На нормальную темпларочку. На нормального игрока. Так, СФчик, хорошо. Да кто-то там из вас вылетит уже или как? Или что? Что происходит? Тупо дерутся до Талова. А, понятно, у них вечная битва будет.
Никто никого не вынесет, скорее всего. Но этот вайпер мог бы жить, если бы у него был предмет 3-го тира, магический посох на 20 стаков. Тогда бы он мог спокойно жить. Там было бы вечное обледенение. Ничья. Это ребята сговорились, чисто искусственно делать себе каточку длиннее. Ну, там чел на эльфов 60 монет сидит, кайфует на 11 уровне. Тоже, ну, непонятно немножко. Взял 11 уровень, чтобы поставить 9 эльфов, и все. 21к урона. Вкусно? Еще как. Может все-таки перекинуть мантию в Дума? Хотя на самом деле я и больше в Мортретку верю. А он 2 зверей поставил. И убийц. Полностью сролился. Рассчитывал на темпларочку в 3 звезды. Ага. Удачи, молодой. Так. Это эльф. Так, хорошо. ТБшки пошли в бой. Пошли. Есть! Просто вырубил темпларку и ни разу не вернула мне урон. Стер. Просто стер. Щелчок Таноса чисто. Ах, какая красота. Ай, какая красота. Я удивлен, что мне с первого раза получилось реализовать ТБшку. Ну там сильная темпларка, просто щит не сработал. Вот этот вот щит, его в действительности мог бы сделать мне огромную угрозу для меня. Огромную. Но чел на вайпере, конечно, ну... Да, у него там щит 5-го тира, да, у него там маска 5-го тира, но это все. Это все. У него больше ничего нет. Типа, адекватный вайпер сделал бы так. У него все хорошие предметы, по сути, были. Маска 5-го тира, щит 5-го тира, кольцо 4-го тира. Этого достаточно. Единственное, что ему нужно было, это посох 3-го тира. Был бы посох 3-го тира, вот там было бы уже жестко, потому что там бы почти было вечное обледенение. И, получается, мои ТБшки бы имели всего лишь промежуток 5 секунд, пока действует БКБ. И то не факт, чтобы вот это вот зеркало не вернуло весь урон. Но на самом деле опасно было. Опасно было давать ему рапиру, но я осознавал риск, честно. Я осознавал риск, поэтому кто не рискует, тот не пьет шампанское. Поэтому я взял и рискнул. Я взял и рискнул и записал для вас отличный контент на ТБ с первого раза. Хорош. Короче. ТБ вне меты. Только если у вас есть хорошие предметы и все такое, ему обязательно нужен рефрешер, ему обязательно нужна, ну, маска 5-го тира ситуативно, но ему нужна скорость атаки, ему нужны криты. То есть, смотрим, какой билд им нужен. Рефрешер, БКБшка обязательно, потому что не будет БКБшки, вряд ли закастуют. Ну и даже с БКБшкой он тоже не факт, что закастуют. Антидум, потому что если Дум прилетит, то, соответственно, ТБшка тоже не... Короче, минусов много. Я думаю, вы все прекрасно знаете. Но в идеале у него такой билд. Смотрите. БКБ, бессмертие, криты, молнии 5-го тира, рефрешер. И там дальше 6-я шмотка на свою смотреть. Даже БКБ не всегда необходимо, поэтому БКБ тоже ситуативно. Надо смотреть. Но вот бессмертие это прям must have. Поэтому что? Я думаю, кайфовый контент получился. Мне очень понравилось. Несмотря на то, что я там немножко был где-то в моменте, все было отлично, как по мне. Так что, ребята, что думаете по поводу этой катки? И в целом, что думаете по поводу такого ТБшки, вы напишите в комментариях. И не забудьте оставить свой лайк. Я из кожи вон лезу, а вы, соответственно, ставьте свой лайк и коммент. Потому что каждый лайк и комментарий продвигает ролик в рекомендации, в тренды. А еще 75 человек осталось до 2000 подписчиков. Мы это можем, и мы это сделаем. Поэтому лайк, коммент обязательно. И если не подписан, то подписался. А еще у меня телеграм-канал есть. В описаниях под видео и в комментариях, и на экране остается QR-код, соответственно, для перехода на телеграм-канал. Поэтому все есть в описании, в комментариях и на экране. Переходим, подписываемся, не стесняемся. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!